Сочи уже это был Кубок Черного моря. Мы уже немного привыкли и к соперникам, и к организации, и к этому накалу страстей уже поспокойнее, потому что гонки – это всегда очень тяжелая такая моральная нагрузка и на детей, и на родителей, и на команду. Я считаю тоже, что мы справились. Разворачиваюсь просто гонки. И все, я уже последний, но я там обогнал. При том меня еще раз развернул, но я выехал первый, господи. Ну, нормально, я ему кулак там показал и поехал. Его сила в импульсивности и прочее, она же его и слабость, которая не позволяет ему хладнокровно оценить вещь, успокоиться и сделать следующий шаг. Но я вижу, как этот парень развивается, в каких условиях он дальше растет, и я за него спокоен. Упорность нужна, такое терпение, все это нужно. Но мне это полезно, потому что у меня вот упорность, терпение не такое хорошее. Это правда. Я не знаю, откуда этот ник. Этот ник из какой-то компьютерной игры, по-моему. Его придумал сам Лёва. Как-то я был на таком шоу, там такие гигантские машины были, помню. И там они то ли дрались, то ли просто гонялись. И что-то там был какой-то, типа, у них босс, и разрушитель базара. Я решил себе сделать такой ник. Дестройер — это разрушитель на русском. Не знаю, вот почему-то мне такой ник понравился. Было 2 машины без ремней. Вот мы поехали, он вылетел, я все-таки решил похотать, потому что это мой враг. Сам, короче, без рум, какие-то камушки, лишины. Проезжаю, но, слава богу, сам туда не влетаю. Жестко было. Потом я понял, что не надо смеяться. У нас были и в прокате сильные достаточно столкновения. Его это не остановило. Я думаю, как страх он останавливает. И некоторые, я слышала, дети делают перерыв. После каких-то происшествий на трассе дети делают перерыв. Кто-то возвращается, кто-то нет. Я помню, что он сразу сказал: вы меня возьмете в команду? За первое занятие у него вот такой был вопрос, серьезно. Он тоже, как и я, очень хотел, чтобы его взяли, конечно. У него было жгучее желание картинга. И ему было, наоборот, тяжело совладать с собой. Он все время рвался вперед и очень эмоционально реагировал на неудачи, что ему свойственно по характеру. Мы ходим в прокат все равно для того, чтобы просто мышцы были в тонусе, потому что вести машину, она весит, я не знаю, около 100 килограмм, по-моему. Все-таки ему всего 8 лет. Нужна сила. Там нету АБС, там нету гидроусилителя руля. Все ребенок делает сам. И к тому же в таком быстром достаточно режиме мышцы должны быть в тонусе. Просто болят мышцы спины, мышцы рук болят. Ну, то есть я еду, да, и то есть мне надо то ли толкнет, кто-то вот так ударишься об мотор, то ли сам как-то еду, там мне потрясет на кочке, он тоже может удариться. Ну, я бьюсь об мотор как бы.
жестоко для меня, больно. Я не думаю, что человек сможет достичь каких-то результатов, делая что-то через «не хочу» из-под палки. И также в спорте. Вот он любит картинг, он готов проводить на трассе, я не знаю, хоть по 10 часов. И он выкладывается полностью. Если он этого не хотел, то нету смысла никакого заниматься. Поэтому мне нравится. Я вижу, он устал, я устала, мы вымотаны. Но нам приносит это удовольствие. Мы счастливы, нас все волнует. Я понял прелесть дождя. А? Я понял прелесть дождя. Это мясо. Да, совершенно верно, вылезай. Я не говорил. Я вообще ничего не чувствую.